Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу сделать два расклада на тему любовь и отношения в паре. Вот такой расклад. Если любовь, какие отношения, что будет, обязательно посмотрим. Выбирайте колоду вот эту под розами Ленорман или Кипер. Я сегодня делать буду на маленьких колодах. Итак, давайте посмотрим вначале на Ленорман. И здесь есть 4 сигнификатора. Я загадаю сигнификаторов молодых. Неважно, сколько вам лет, я загадываю молодых сигнификаторов как основных сигнификаторов данного расклада. И посмотрим преддиагностику. Вот мужчина вышел. И он думает, может быть, о детях, может быть, о новом обществе, да? Он думает о чем-то новом в своей жизни. А вы думаете о любви. О любви и вообще хотели бы дома, да? Хотели бы, может быть, своего дома, может быть, хотели бы, чтобы ваш любимый мужчина подарил вам букет, да? Или просто появился с подарком каким-то. Ну, вообще очень хорошие карты вас окружают. В вашем сердце живет любовь, да? Так скажем. Что ж, давайте посмотрим. Что вы думаете по поводу этого человека? Мы сейчас рассмотрим ситуацию, и вы поймете, что вы думаете о нем. Ага, вон что даже тут как. Здесь карты говорят о том, что может быть между вами молчание, да, может быть вы закрылись или он закрылся, и закрылась где-то удача, отвернулась, может быть, да, от вас. Здесь карты говорят о том, что хотели бы прояснить что-то, хотели бы какого-то письма от него. А что он думает по поводу вас? Давайте посмотрим. Опять идет общество, что в преддиагностике, что здесь у него сейчас его волнует его общество, какой-то мужчина в его обществе. Может быть, как вот в преддиагностике сын был, да, ну родственник какой-то. Его волнует какой-то родственник, мужчина. И он об этом думает. То есть, по большому счету, может быть, он о вашем родственнике думает, да, боится, может быть, кого-то. Но по большому счету сейчас его мысли не о вас, а о других людях в его окружении. Давайте спросим, любите ли вы этого мужчину по мнению карт. Этот мужчина может быть издалека, может быть, конечно, просто уехал куда-то, да. Вы его считаете человеком таким, который вам дает глоток свежего воздуха, да, который романтичный, который может изменить вашу жизнь. Вот вы чувствуете к нему такое вот состояние. И, ну да, любовь, девятка червей, это, конечно же, любовь, но опасная любовь, не очень легкая любовь с десяткой пик, да. Что он чувствует к вам? Ну, смотрите, к вам он чувствует любовь, да. Он хотел бы разговора с вами наедине о любви, хотел бы с вами поговорить, встретиться. Он любит вас. Несмотря ни на что, он вас любит, даже если где-то молчание или закрытость. Давайте посмотрим, вы к чему будете идти. Ну, конечно, вы хотели бы семьи, хотели бы мужчины, да, в семье.
Может быть, у вас есть начальница какая-то, с которой, или родственница, с которой вы хотите что-то делать, да, может быть, встретиться, поговорить. Но у вас здесь в ногах и в действиях есть какая-то женщина, с которой нужно решить какие-то вопросы. Вот. Ну, хорошо, что эта женщина не вышла рядом с вашим человеком. Давайте посмотрим, к чему он будет идти. К букету. Помните, в преддиагностике вы хотели от него букета? Вот он и к нему и пойдет. Он, может быть, пойдет к тому, чтобы убрать между вами отдаление. Он захочет вам преподнести сюрприз, подарок. Для него тоже был непростой период того, что между вами было молчание, да? Здесь человек однозначно хочет помириться, есть у него к вам любовь. И что будет? Давайте посмотрим. Здесь на обновление отношений показывают карты, но нужно будет выбрать дорогу, нужно будет выбрать путь, и связано это может быть еще с одним человеком. Либо с вашей стороны кто-то может быть еще, либо с его стороны кто-то может быть еще, с кем нужно решить какие-то вопросы. Вот у него уже показано, ему нужно с каким-то мужчиной решить, родственником, вопросы, а вам нужно решить, возможно, с какой-то женщиной вопросы. Эта женщина властная, она может быть в семье вашей, да. Ну, давайте дальше посмотрим. Ну, смотрите, сколько нового и светлого идет в вашу жизнь. Обновление отношений, обновление любви. Смотрите, какие замечательные перемены к лучшему идут в вашу жизнь. Может быть, это также пополнение в семье у некоторых дети, да. Здесь очень хорошие карты. Они говорят о том, что у вас будут новые перемены в лучшую сторону. Ну и давайте в более дальнем посмотрим в будущем. Сохраняются еще какие-то препятствия, но вам нужно, у вас будет ключ для решения вопросов. Здесь есть хитрые люди, есть те, кто мешает вашим отношениям. Это могут быть те близкие родственники, да, которые так и хотят, чтобы поставить вам где-то палки в колеса. Давайте я советы для вас возьму. Смотрите, вам нужно помириться с тем, с кем вы, кого вы любите, с кем, может быть, долгое время не было примирения, с человеком, который вам нравится, который страстный такой человек в вашей жизни. Здесь карты говорят о наличии змей. Здесь карты говорят, что нужно убрать этих змей из вашей жизни и помириться с тем, кто вам дорог. Вот такой вот момент. Но здесь в итоге выходят очень даже неплохие карты. У некоторых это может говорить, не у всех, о том, что вы не будете одиноки, что одиночество уйдет из вашей жизни, что будет какая-то информация или письмо, которое прояснит ситуацию, связанную с вашей ссорой, конфликтом, тем, что вы отдалялись друг от друга. Вот такой вот момент. Давайте посмотрим на другой колоде. Итак, любовь и отношения в паре. Так,
Так, вот вышла главная персона, главная женщина здесь. Вы чего-то, о чем-то думаете и чего-то ждете. Вот сейчас у вас период выжидания, ожидания, такой размышлений, да, вот он недалеко от вас. Смотрите, ваш мужчина, он ограничен. У него ограничения, связанные с детьми, как здесь говорят карты, да, или с тем, чтобы пойти в новые направления, берега. Вот здесь может у некоторых связано быть с какой-то женщиной в его жизни. Ну что ж, давайте дальше посмотрим. Что вы думаете по поводу этого мужчины? Ну, он, конечно, близкий для вас человек, вы питаете к нему очень большие надежды. Некоторые даже мечтают о детях, да, что будут дети, а у некоторых, может быть, это все есть уже в отношениях, и вы надеетесь, что у вас будет новый период в ваших отношениях, да? Что он думает по поводу вас, его мысли? Так, его мысли о какой-то женщине, которая его ограничивает. Но он хотел бы, ну, как бы дать информацию о том, что в его жизни есть определенные ограничения. Это может быть, понимаете, ментальный уровень. То есть это может быть какая-то родственница, которая палки в колеса ставит для ваших отношений, да? Он хотел бы, вот, может быть, на ментальном уровне сообщить о том, что все было бы хорошо, но мешает кто-то, мешает вам. Давайте посмотрим, что вы чувствуете к этому человеку. Здесь кратковременная болезнь идет и карта свадьбы. Ну, может быть, вы с ним уже в отношениях, да, все-таки. Но вот просто у вас какой-то раздрайв в отношениях сейчас. И вы чувствуете, что, может быть, где-то уже устали, что вот так вот продолжаться не может, что-то тяготит вас, что-то не двигается, что-то ухудшается в ваших отношениях, и это вам причиняет боль или влияет на ваше здоровье. А что мужчина чувствует к вам? Вообще он, конечно, вас любит. Да. По этим картам я могу сказать, что вы приносите ему радость. Может быть, он где-то за вами подглядывает или наблюдает, но вообще вы для него подарок, как подарок судьбы. У каждого здесь может быть, может по-своему что-то услышаться. Да? Просто всегда смотрите расклады в расслабленном состоянии и обязательно что-то услышите для себя. К чему вы пойдете? Здесь, конечно, карты, которые говорят о том, что вы будете печалиться, вы будете, может быть, его в чем-то обвинять. В финансовой стороне вопроса вы его можете обвинять и переживать. Может быть, человек как-то вот не помогает, да, или там что-то вот в этом роде. Но вы будете переживать по этому поводу. Некоторые пойдут в суд, некоторые, ну, как бы просто вот сядут дома у себя и будут печалиться и переживать. По поводу, может быть, нехватки финансов, да, на детей тех же самых. Хотя человек все равно за вами наблюдает. Он все равно думает, возможно, ну, как бы быть с вами. Здесь такой, ну, какая-то женщина просто ставит препятствия между вами. Ну что ж, давайте посмотрим, к чему он пойдет.
Он перемен хочет в своей жизни, да. И он ожидает этих перемен. Он ждет, когда же тяжесть закончится, тяжелый его путь закончится, тяжелые отношения закончатся в его жизни, и будет новый светлый путь. Ну, имеется в виду тяжелые отношения, скорее всего, с какими-то еще людьми. Я хочу посмотреть, что будет между вами и будет ли вообще. Пока видите, да, какая карта. Карта выходит переживаний по поводу, может быть, каких-то юридических вопросов, по поводу каких-то нерешенных дел. И здесь, конечно, появится какая-то хорошая женщина, возможно, которая будет помогать. Здесь карта говорит о том, что не думайте, что вы одни в этом мире. Нет, у вас есть помощники, вам ангелы пошлют какую-то хорошую женщину в помощники, имейте это в виду, которая вам в чем-то поможет. Да, дальше посмотрим. Вашему мужчине или вам, да. Ну, здесь фальшивые персоны мешают вам, да. Ваш мужчина, может быть, поступил не так хорошо, как вам бы хотелось. Здесь карты показывают, что анализирует он свое состояние, да, здесь его мысли именно, он анализирует, хорошо ли он поступил, порядочно ли он поступил, и порядочно ли поступает та другая женщина. Здесь идет анализ. И что дальше будет? Пока сложные карты, конечно, выходят. Карта воровства и потерь. Вот оно что. Ну что ж, потери уйдут на самом деле. Будут перемены. И ваш мужчина уже видит эти перемены. Он видит, что могут быть между вами свидания и встречи, когда уйдут те, кто препятствует вашим отношениям. А они находятся с такими картами, которые показывают на закрытие им дорог, да? Не на открытие, а на закрытие. Итак, советы для вас. Вашему мужчине, если он вот такой богатый мужчина, достойный, ему нужно продумать, как убрать с себя вот эти вот препоны, препятствия, ограничения снять. Ограничения снять в плане любви. Вот здесь он проявлен в виде мужчины, который, или может быть за советом к какому-то богатому мужчине, да, обратиться. Здесь он может быть проявлен вот таким мужчиной, стратегом, который может решить вопрос. Но здесь ему надо решать вопрос, ни в коем случае не вам. Опять мужчина выходит из дальних горизонтов, возможно, да, которого посещают тяжелые мысли по поводу дальних горизонтов, в которые, возможно, он не может по определенным сейчас ситуациям пока отправиться. Но, тем не менее, карты говорят о неожиданных подарках судьбы. Это могут быть неожиданные деньги от работы, да, потому что здесь вот и работа, и неожиданные деньги. И может быть даже какая-то прибыль в доме, да, в доме у вас или у вашего мужчины, для того, чтобы попробовать менять свою жизнь к лучшему. Да. Позитивная энергетика денежная здесь идет. Или вот с родственниками каким-то образом может быть также связано. Вот такие два расклада. Надеюсь, я вам дала какие-то подсказки. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии, как у вас резонировало или нет. И всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.